Ограниченный и, мягко говоря, непопулярный этап игры, с первого взгляда кажущийся проходным, обладает внезапным и стихийным преимуществом. Разумеется, как и все на этом канале, речь идет о триалах, твинках 20 уровня. Поэтому обсудим главное преимущество триального брекета в сравнении с новейшим актуальным дополнением. Зайдем издалека. Привычное течение игры в настоящее время – это поднятие уровня вашего персонажа и закрытие актуального нынешнего аддона. Игроки максимального левела действительно не ограничены в изучении игры и имеют полный карт-бланш на покорение сложного и современного контента. И более того, такие персонажи в реальном времени с одинаковым уровнем прогресса соревнуются между собой в гонке вооружений. Но World of Warcraft, по моему мнению, это не просто о достижении какой-то игровой высоты. Для меня это накапливание и использование достигнутого в грядущем и неизвестном. И проблема актуального дополнения всегда будет в несовременности предыдущего, когда игроки и их персонажи меняют свою экипировку из сложнейших рейдов минувшего аддона только из-за того, что современная синька имеет лучшие характеристики. Когда просто выкидывают в банк свои легендарные плащи и кольца и чаще всего забывают об изученных профессиях. Главным преимуществом триалов является актуальность всего устаревшего. Переломное дополнение всех времен и народов для нас, Shadowlands, привнесло огромное множество новых возможностей, в том числе и открытость игрового мира, когда все триалы способны поглотить где-то 1/3 игры. Всего лишь 1/3, спросите вы. А вот здесь уже и начинается неочевидная особенность. Локации и задания. Как уже сказал ранее, триалы могут пройти все доступные задания в игре, которых отныне немало. Но давайте смотреть шире. Все локации и задания не просто доступны, а подстраиваются под наш 20 уровень. Это значит, что существа активных локаций теперь не большего и не намного меньшего уровня. Помню, как хотел перепройти свой любимый Warlords of Draenor во времена Легиона на Охотнике на демонов. Изо всех сил старался выйти из его стартовой цепочки максимум 100 уровнем, ведь на 101-м существа во всем Дреноре становятся слабыми, а задания – устаревшими. Экипировка из таких квестов, подземелий и рейдов уже не подойдет, и весь смысл в данном замысле сойдет на нет. Триалы лишены данной проблемы, ведь наш опыт остановлен игрой принудительно, и мы вправе наслаждаться приятной сложностью в битве с врагами. И раз уже была упомянута, то и пусть станет следующим пунктом в разборе нашего преимущества – экипировка. Во-первых, мы все помним об эпическом качестве предметов, случайным образом зарабатываемых при сдаче квестов. Такие итемы – это приятная награда за прохождение, ведь в большинстве случаев они имеют улучшенные на 1 единицу характеристики. Лучше для триала в открытом мире не найти. Но самое интересное – это возможность на равном уровне предметов сочетать экипировку сразу нескольких дополнений. Способность надеть эпический шмот из заданий открытого мира одного дополнения вместе с эквипом подземелий другого, например, Burning Crusade, что содержит в себе ячейки для усиливающих вас ювелирных камней. А если пойти еще дальше, давайте отдельно вспомним об аксессуарах. Они ведь также сочетаемы, однако еще и дают пассивные или активируемые способности. Их любопытная суть – это микс старых и новых триник, свойства которых не угасают при путешествии в разные миры дополнения. Официально и легально нам разрешено надеть, к примеру, руку правосудия из глубин Черной горы классики и, предположим, шулерские кости Харлана из битвы за Азерот. Похоже, настало время создавать собственные уникальные сочетания. Мельком затронем профессии. Да, основной моей претензией здесь является ограничение по уровню использования созданного предмета. Для кого оно сделано? Для прокачивающихся игроков, что внезапно решили прокачать профессию для расходников, которые выше 49 уровня использовать нельзя? Разработчики посерьезки думают, что игроки будут применять их в прокачке? Вздор. Но что-то я увлекся. В плане профессий нас спасает сочетаемое свойство. Ярким примером выступает инженерное дело Нардскола, Пандарии и Катаклизма. Когда из нардскольского инженерного дела возможно повесить на пояс оглушающие гранаты, или из Катаклизма – лечебный шприц, а из Пандарии отныне достается бесконечный гоблинский планер в виде улучшения для плаща. В такие моменты чувствуется вариативность и охватывающая всю игру кастомизация. Триальный мирок лишен негативного свойства, так сильно присущему актуальному дополнению – обесцениванию предыдущих аддонов, предыдущего опыта. Однако на правах триала ветерана скажу, что свежее дополнение – это новый опыт для всего комьюнити. Новые локации, механики, подземелья и рейды и многое другое. Где разные, часто рискованные нововведения проверяются временем и впоследствии становятся частью бесплатного устаревшего контента. И по традиции я не перестану призывать игроков хотя бы единожды заплатить за игру. Разве она недостойна этого?